Друзья, я снова приветствую вас на своем канале. Хочу сделать обзор вот этого агрегата по выделению тепла, аппарата. Короче, 3 года назад я поставил, сам установил, никого не нанимал, вот эту печь-камин. Она называется Статика Квинта от компании Термофор. Значит, это стальная печь, камин, вертикальная. Значит, имеет блины. Вот, значит, блины чугунные. Сама печь стальная. Она имеет два корпуса, то есть внешний корпус и внутренний, там, собственно говоря, воздухообразование. Там вот есть у нее такой типа, ну, не радиатор, а как, не знаю, не видно, наверное. Вот. То есть тепло от внутреннего корпуса проходит между внутренним и внешним. Вот, и вот, собственно говоря, то есть, ну, греет она хорошо. Ну, когда горит, естественно. Вот. У печи есть горизонтальный дымоход. Туда метр и наверх. Там имеется, естественно, шибер. Заслонка шибер. Вот. На шибере срезано, вот если круг срезано, где-то процентов 25 срезано. В целях безопасности, если шибер вдруг закроется или кто-то закроет, чтобы в доме не угореть, чтобы газы выходили, после сгорания уходили в дымоход. Значит, по теплозащите. Я тогда еще ролики на ютубе не снимал. Вот. Дом-то каркасный, утепленный. Значит, в стене убрал утеплитель. Вставил туда 15-сантиметровые блоки, пеноблоки. Выложил их на раствор до потолка. Ну, пеноблоки не горючий материал. Супруга обложила это все красивой такой плиткой. То есть этим самым можно сократить расстояние до стены. То есть там ничего горючего в стене нет. Соответственно, труба тоже проходит дымовая через негорючий материал, поэтому разделка никакая не нужна. Печь была поставлена, я выложил из кирпича такой подмост. То есть положил туда типа плоского шифера. ЦСП-панель, короче, называется. Положил ЦСП-панель, выложил слой плитки. Ну, и выложил кирпич, а на него положил плитку. Тоже все не горючее. Значит, чтобы более-менее безопасно сушить дрова перед топкой, и чтобы хоть как-то конденсировать тепло, конечно же, это кирпичной печью никогда не станет. То есть эффект кирпичной печи не будет. Мы купили печной кирпич, достаточно дорогой. И выложили вокруг, чтобы он забирал в себя тепло, потому что объясню. Смотрите. Ну, температурное, это самое такое устройство лазерное. Меряю. 150, 100, ну, 160 градусов, да? Ну-ка, вот здесь вот. Здесь вот уже 200 почти градусов. Дымоход, ну-ка померяем. Дымоход 270 градусов. Стена 60 градусов. Ну-ка здесь. Ну, тоже 55 градусов. Ну-ка повыше. Стена 38. Стена 30. Также. Ну-ка наверху. 42. Ну, там тепла больше. 43. Вагонка. О, вагонка греется, да. 58. Вот. Кирпич. 51. Ну-ка, чуть пониже. 67. Ну, здесь горение побольше. 80. Ну, здесь побольше горит с этой стороны. Ну-ка, внутренний кирпич, который сзади лежит. 71.
63. Ну-ка, внизу меньше будет. 43. 42. Вот. Короче говоря, это все было сделано для того, чтобы... Я опять же скажу, кирпичная эта печка никогда не станет. Все это было сделано просто для, ну, во-первых, для безопасности, чтобы при сушке дров, я стараюсь сухие только класть, не завалилось на печь, не начало коптить тут. Вот. В целях пожарной безопасности. Дрова быстро сохнут. За сутки они вообще высыхают, если печь работает там 2 раза в день. Ну и для того, чтобы этот кирпич конденсировал вот это тепло, и ну хоть какое-то время он будет назад его отдавать. Конечно, он не раскаляется. Вот. Глиняный кирпич, он как быстро нагревается, так он как бы немножко дольше остывает, в отличие от стали. То есть сталь, она все, если эта печь потухла, тление там все прекратилось. Вот. Конечно же, она тепло в дом не дает. Для этого есть обогреватели, конвекторы. Но я стараюсь сейчас находиться на автономке. Вот дрова я заготавливаю сам, кто смотрит мой канал, видел там, да. Нарезаю их в лесу, валежник, укладываю в Ниву, привожу сюда, все, что надо, колю, все, что не надо, не колю, укладываю в дровники. Вот как-то так. Сейчас покажу дымоход. Дымоход показываю. Там здесь у меня ремонтные работы идут, восстановление сейвинга. Выходит из стены, там сделана разделка, не буду открывать, проложена какой-то стеклотканью. Это веревка страховочная. Тройник, прочистка, кронштейн, треугольник прикреплен как следует. И вот он пошел, дымоход наверх. Общая длина дымохода 7 метров. Возвышается над уровнем кровли на метр. Ну, там по нормам не менее полметра, здесь у меня метр. Ну, короче, вот такая вот система обогрева. Очень удобно, очень автономно. Ну вот, друзья, короче, как-то так. С отоплением. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, жмите палец вверх, жмите колокольчик. Всем пока, пока.